Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я буду готовить клубничный крамбл или клубничную крошку. Десерт готовится за считанные минуты, получается очень вкусным, изумительным, содержит большое количество ягодной начинки и совсем немного рассыпчатого, песочного, очень вкусного теста. Обычно крамбл выпекают следующим образом. На дно формы помещают ягоды или фрукты, а сверху высыпают крошку песочную и выпекают все одновременно в духовке. Но с клубникой этот номер не проходит, так как она выделяет очень много сока, и при выпечке крошка очень сильно размокает. И у нее получается не очень приятный, мягкий, клеклый вкус. Поэтому для клубничной крошки есть выход. Выпекаем отдельно крамбл и отдельно готовим ягодную начинку. Результат потрясающий. Если вы также хотите приготовить этот изумительный десерт, добро пожаловать ко мне на кухню. Для приготовления крошки в одной емкости соединю пшеничную муку 100 граммов, цельнозерновую муку 70 граммов и сахарную пудру 70 граммов. Добавлю щепотку соли. Слегка перемешаю и добавляю сюда же 90 граммов холодного сливочного масла, нарезанного небольшими кубиками. И необходимо порубить масло с мукой в крошку. При помощи двух ножей можно это сделать, при помощи такого приспособления, как у меня, с помощью вилки или же просто перетереть руками. Можно также воспользоваться кухонным комбайном. Стараемся работать быстро, чтобы масло слишком сильно не нагрелось. Если же все-таки это произошло, можно отправить крошку в холодильник перед тем, как начать работать с ней. 500 граммов клубники нарежу на произвольные кусочки. Помещаю в сковородку на огонь. Кладу в нее около столовой ложки сливочного масла мягкого. Высыпаю сюда же клубнику, 60 граммов сахара и щепотку корицы. А также вливаю 1 столовую ложку ароматного алкоголя, например, рома или коньяка. Можно использовать любой другой крепкий алкоголь, который вам нравится. Алкоголь испарится, останется только его аромат. Поэтому крамбл могут кушать и дети. Проварим клубнику около 5 минут, чтобы она сохранила свою форму, но соус слегка загустел. После остывания он станет еще немного более густым. Если вы хотите, чтобы совсем был густой соус, можно добавить перед тем, как нагревать клубнику, в нее около столовой ложки крахмала без горки. Но я же люблю жидкий соус, поэтому не добавляю. И снимаем клубнику с плиты. Охлажденную песочную крошку высыпаю на противень, застеленный бумагой для выпечки. И отправляю в духовку, разогретую до 190 градусов. Готовую крошку вынимаем из духовки, она должна зарумяниться. И она очень-очень приятно пахнет. Чтобы ваша крошка была максимально вкусной, выбирайте самое вкусное масло жирностью не менее чем 72,5%. Лучше всего брать масло жирностью 82,5%. После того, как крамбл слегка остыл, я измельчила его руками в крошку. И остается только сервировать наше блюдо. Выбираем любую приятную для вас посуду. Это могут быть креманки, какое-то широкое блюдо, тарелка. Я люблю вот такую вот домашнюю уютную тарелочку. Помещаю клубнику вместе с соусом. Сверху насыпаю крошку. Я люблю подавать этот десерт шариком ванильного мороженого. Мороженое я люблю, чтобы было немного подтаявшим. Вот такая замечательная крошка у меня получилась.
просто божественный вкус. А если поместить готовый крамбл в красивую, плотно закрывающуюся емкость, то вы в любой момент сможете приготовить вкусный, прекрасный десерт за считанные минуты. Вам придется приготовить только ягодную или фруктовую начинку.